Кто растопит твое сердце? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Так, мои хорошие, знаете, вот вы человек фартовый. Вот как бы вас ни наклоняла, ни нагибала судьба, все равно вы выходите сухим из воды. Причем это может касаться и каких-то опасных ситуаций. Это может касаться и ситуации здоровья, личной жизни. Ну, какие бы перипетии ни были. Вот вы человек фартовый. Фортуна всегда у вас как бы под боком, да, она на вашей стороне. Вы человек, который умеет быть, ну, таким, знаете, хамелеоном, наверное. То есть вы настолько умный, настолько даже мудрый человек, что вы знаете, в какой ситуации нужно быть серьезным, таким вдумчивым, рассудительным. А когда можно включить, ну, такую себе блондинку в мужском обличье, да? Вы понимаете, о чем я говорю. Где-то на что-то закрыть глаза, где-то, ну, так, сделать вид, что вы не при делах, вы не понимаете, вы не в курсе. Ну, то есть вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть вы умеете быть хамелеоном, и порой это вас также спасало в каких-то ситуациях. Вы человек, который имеет как внутреннюю, так и внешнюю, то есть физическую такую силу, да, возможно, даже вы, кто-то занимался, может быть, по молодости, может быть, сейчас еще занимаетесь, какими-то то ли силовыми видами спорта, да, может быть, там железо таскали, как говорят, ну, тот же самый бодибилдинг, да. Давайте как раз, кстати, под шумочек сделаем маленький опрос. Напишите-ка, мои любимые мальчишки, напишите, вы вообще по жизни занимались каким-то видом спорта? Может быть, сейчас занимаетесь? Если да, то каким? Ну, если не занимались, то так и пишите. Нет, не занимался. Вы человек, который, возможно, не так давно, но опять же, не так давно, это очень относительно, поскольку это общий расклад, начали жизнь с чистого листа. С чем это связано? Причем с чистого листа вы начали ее не сразу, так скажем, да, сначала была какая-то тупиковая ситуация в вашей жизни. Вы настолько закрылись были. Здесь могут проигрываться и проблемы по финансам, и проблемы в личной жизни. У каждого по-разному проиграется. Ну, то есть вы начали очень четко, может быть, ставить себе новые цели. Вы начали, может быть, даже ставить себе какие-то, ну, не то чтобы новые желания. Хотелки у вас поменялись, не такие стали хотелки, какие были раньше. После того, как вы переосмыслили свою жизнь, немножко по-другому смотрите на разные вещи, на разных людей. Поэтому ваши такие вот внутренние перетрубации, они вас очень сильно мотивируют. У кого-то это как прозрение, у кого-то переосмысление, действительно принятие ситуации, да, потому что были моменты, которые вы отказывались принимать в вашей жизни. Это были тяжелые ситуации, тяжелые моменты. Ну, это, скорее всего, какой-то разрыв, потеря. Вот показана у нас потеря женщины. Это, ну, в большинстве случаев может проиграться потеря любимой женщины, семьи и так далее. Расходились женщины очень некрасиво. Здесь скорее проиграется конфликт. Возможно, даже и на сегодняшний день вы конфликтуете с женщиной, ну, либо же конфликтовали до недавних пор. Вот не дает вам бывшая покоя. Напишите, ребят, у кого это проигрывается. Причем вы поставили точку. Вот вы, что меня опять-таки радует, вы отгородились от прошлого, назад дороги нет, никакой такой вот красивой, талантливой, в кавычках, да, талантливой к манипуляциям императрицы, назад дороги нет, это точно. Но ей постоянно что-то от вас нужно, да, вот она периодами может писать, звонить под разными предлогами, ну, то есть бередит ваши души, ваши раны, возможно, даже у кого-то проиграется, что вы психанули, ее заблокировали. Напишите, ребят, кто заблокировал. Ну, давайте-ка теперь ближе к делу. Немножко посмотрели, кто вы, что вы. И смотрим,
Кто же растопит ваше сердце? Кто же к нам пришел на расклад? Мне прям самой интересно. Ух ты! Знаете, это будет скорее знакомство такое очень необычное, но очень-очень долгожданное. Потому что вы поставили для себя, в общем-то, цель двигаться дальше. Как я уже сказала, вы себе новую страничку вашей истории открыли, и в этой страничке прописана новая женщина. Кто-то из вас, возможно, уже знакомился, да? У кого-то, вот то, что я вижу, предстоит знакомство с женщиной. Причем она вам может сначала показаться, ну, такой дамой серьезной. Она умная, она рассудительная. Она может вас сначала даже немножко спугнуть своей такой чрезмерной серьезностью. Кому-то она может показаться, ну, такая эмоционально холодная дама, сдержанная. Часто такие женщины показываются мужчинам высокомерными, но на самом деле такими не являются. Да, ей присущ характер, да, она готова за свое, я не знаю, как в фильме говорили, пасть порву, моргала, выколю, да, вот она готова бороться за свое, за своих близких, друзей, знакомых, то есть она дама, ну, с которой точно веревочки не повьешь. Чем же она вас так привлечет? Вот мне интересно. Когда вы начнете с ней общаться, вы как-то очень быстро, несмотря на ее холодность, да, вы почувствуете вот непонятное такое вот внутреннее притяжение к ней. Вы можете порой сами стоять в таком неком тупике, что ну как так, да, вот мне же такой типаж женщин не нравится, да, потому что у кого-то из вас могут быть даже ассоциации с бывшей, потому что она тоже такая была дама с характером, дама, которая могла быть высокомерной, да, хотя внешне и довольно неплохая. То есть здесь могут быть такие эмоциональные качели у вас и некоторые ассоциации вот именно с прошлым. И будут у вас поначалу возникать вопросы, что же меня все-таки к ней влечет, да, вы сами сначала не сможете определиться, что же меня цепануло. А цепанет вас то, ребята, то, что много общего вы в процессе общения, ну, в процессе той же беседы, да, разговора, очень много почерпнете схожих моментов, схожие моменты с вашей жизнью, какие-то, может быть, ситуации очень похожие. Здесь тоже у нее, скорее всего, проиграется, что у нее в жизни был любовный треугольник. Вы можете, ну, не то чтобы поплакаться, да, пожаловаться друг другу, как вы это переживали. То есть это будут такие вот разговоры о жизни. Но вы будете все больше и больше тянуться к этой женщине. Вот именно она вас цепанет таким, знаете, это, наверное, чисто энергетическое какое-то внутреннее самоощущение. Вы поймете, что это ваш человек, и чем дальше вы будете общаться с ней, чем больше будете общаться, вы поймете, что да, это такая вот своя родная душа. Несмотря на ее там вид, несмотря на то, что вам, может быть, покажется, что у нее корона, но на самом деле там корона не присутствует. Но вот бывают такие люди, что внешне кажутся неприступные, высокомерные, а когда чуть-чуть разнакомишься, ты понимаешь, что там очень трогательная, ранимая душа, и это будет как раз ваша история. Эта женщина не охотница за деньгами абсолютно, но чем больше вы будете общаться с ней, тем больше вы будете ей симпатизировать. Давайте-ка смотреть, что же будет дальше вообще, и что из этого может получиться. Кто-то из вас вот все-таки поначалу может быть настроен на роман с этой женщиной, да, поскольку вот эти вот внутренние качели, сомнения, да, вот они вам не будут давать покоя. Но опять же, чем больше вы будете с ней общаться, тем больше вы будете понимать, что да нет, но она зацепила уже струны вашей души. Она начинает растапливать ваше сердечко. Она начинает очень сильно входить в ваши мысли, в вашу душу. Причем из вас, знаете, такие многие романтики ведь. И здесь будет такая
очень романтичная какая-то история, причем вы будете включать эту романтику, да, потому что женщина это немножко, она последнее время, может быть, закрылась, да, от каких-то вот романтических чувств. Она не очень-то и стремилась, ну и сейчас, в принципе, она не очень стремится к каким-то отношениям. Но у вас вот будет обоюдная такая тяга, притяжение, но активничать больше все-таки будете вы. Несмотря на какие-то внутренние сомнения, разногласия. Так вот, даже те из вас, которые ну, подумают, может быть, почувствуют, что да нет, вот, страшно влюбиться, да, страшно вступать в новые серьезные отношения. Вы для себя можете, кто-то из вас, я делаю акцент, потому что это общий расклад, можете просто для себя, ну, такую планку поставить, что нет, я вот попробую пороманить, да, но вы поймете, что все-таки она вас зацепила, и эти отношения будут, ну, такие довольно перспективные. Эта женщина избавит вас от одиночества и помимо того, что, конечно же, растопит ваше такое уже замерзшее, наверное, сердце, да, у многих из вас уже давненько, я не вижу, чтобы были какие-то серьезные отношения, романы мы в счет не берем, будет с ней, знаете, вот легко. И это вас очень сильно будет подкупать. Эта женщина не из тех, которые будут выносить мозг, да, эта женщина не из тех, которые будут какие-то свои правила выставлять вам, да. Вот как-то будет все стабильно, классно с ней, вот ровно. Это не будет какой-то ураган такой, знаете, как бывает в 17 лет. Это будут такие осознанные, обдуманные и очень классные, теплые отношения. Эта женщина проникнется к вам, но чуть-чуть попозже, потому что, как я уже говорила, у нее есть негативный опыт, у нее есть предательство, измена за плечами. И знаете, вот как-то у вас будет такое взаимное излечение, что ли. Вот вы будете друг для друга той самой таблеткой от одиночества, вы будете друг для друга той самой поддержкой, опорой и мотивацией. С этой женщиной вам будет, знаете, вот интересно обо всем поболтать, потому что она вас сама по себе будет привлекать. Вот бывают случаи, знаете, вот знакомишься с человеком, неважно там, хоть мужчина, хоть женщина, неважно, по поводу, без повода, да, какое-то знакомство, хоть и по работе. Но ты вот в процессе общения понимаешь, что да нет, ну как-то мне некомфортно общаться, ну вроде бы мне ничего плохого не сделали, но что-то меня тяготит, вот как-то энергетически идет отторжение. С этой женщиной, наоборот, вас будет тянуть. Хотя, опять же, повторюсь, что поначалу вас может поднапрягать ее, ну такая, может быть, сдержанность, серьезность. Но я вам скажу, что это не высокомерие. Она просто сама по себе такая женщина, которая не бегает за мужчинами. Она серьезная. Вот такая женщина именно для серьезных отношений. Такая женщина не для романа. У нее точно так по жизни серьезный подход к мужчинам, как и у вас. Поэтому здесь будет очень такая, знаете, очень теплая история. Пусть она не будет так мгновенно развиваться, потому что я уже много раз, в принципе, рассказывала, что у кого за плечами израненная душа, у кого есть разбитое сердце, да, кто пережил в своей жизни обман, предательство, но уже вряд ли вы так быстро загоритесь, потому что вот этот червячок, который сидит в голове, вот эта капелька сомнения, она все равно будет точить вот в мозг, и вы будете думать, а вдруг так, а вдруг не получится, а вдруг снова. И вот этих «а вдруг» их очень-очень порой много получается. Но вы справитесь, вы совсем справитесь. И знаете, я вам скажу, что может быть даже у вас получится в принципе относительно быстро начать жить с этой женщиной. Это может быть гражданский брак. Но вот как-то настолько будет уютно, тепло и комфортно, что не захочется ее отпускать. Вот не захочется. Вам уже будет очень-очень напряжно
находиться вдали от нее. Вы можете гулять с ней ночи напролет. Вы с ней, причем, вот я смотрю, многие среди вас есть полуночники. Вы можете даже ночью с ней действительно, там, я не знаю, ходить куда-то гулять, прогулки те же при луне, какая-то романтика. Вы можете ночью с ней, может быть, допоздна там сидеть у камина кто-то, либо же там, ну, я не знаю, телевизор смотреть в обнимочку до глубокой ночи. Ну, вот как-то очень много времени вы будете проводить и ночью, даже вот поначалу. Я не говорю про сам интим, да, это понятное дело. Хотя в принципе, интимом можно в любое время суток заниматься. Но вот как-то мне идет информация, что порой будет вам даже комфортнее, вот по ощущениям, ночью проводить время с этой женщиной. Знаете, это еще может быть связано с такими внутренними, чисто психологическими ощущениями, что когда ты вот в тишине, да, ночь это обычно время, когда все спят, ну, почти все, да, когда тишина, когда ты можешь покайфовать в этой тишине, а здесь будет такой маленький мир двоих, и вы сможете вот ночью, да, может быть под звездами, может быть под луной, эти лунные дорожки, эти прогулки, эти ужины при свечах, то есть у вас будет много-много романтики. И знаете, те из вас, которые сейчас, вот, может быть, ну реально, вот как зимняя вишня, да, вот сердечко заморожено, кто ни во что не верит, потому что я вижу вот по раскладу, есть среди вас такие, которые не верят женщинам. Вы не верите некоторые, что вы можете когда-нибудь еще раз полюбить. Но поверьте, в вашей жизни появится женщина, которая все-таки, ну вот у нас солнышко выпало, да, мы ее и положим, эту карту. В принципе, эта женщина и будет вашим таким вот солнышком. Это будет новый жизненный этап. Это женщина, которая, конечно же, растопит ваше сердце, которая очень осторожно, очень тихо войдет в вашу жизнь и просто сделает вас, наверное, чуточку счастливее. Хотя, может быть, даже и не совсем чуточку, а эта женщина станет, наверное, вашим таким центром вселенной. Потому что вы человек, который готов любить, который готов заботиться, который готов отдавать и жить ради любимой женщины. Вам многим тяжело жить в одиночестве. Вам многим просто жизненно необходима половинка. И эта половинка скоро появится в вашей жизни. Чего я вам всем и желаю. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями и всем пока!